Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел и Лариса. Мы очень рады, что это видео снова с мирных просторов Святой Земли. Мы приглашаем вас в заповедник Эн-Прат и в монастырь Харитона-исповедника, который расположен в этом замечательном заповеднике. Съемку мы не планировали. Все получилось само по себе. Я снимала, Паша молился за двоих. Ну, а еще мы расскажем сегодня о спасении хищной птицы и спасении умирающей кошки. Оставайтесь с нами! Облака плывут в голубых небесах, бродит солнечный луч в твоих живописных лесах. Здесь цикады поют на нашем безмолвном пути, раскрывает альбом свой природу. Лучше этих картин не найти. Привет всем! Сегодня суббота, 22 мая 2021 года. И в традиции Русской Православной Церкви есть очень интересный праздник перенесения мощей святителя Николая Мирликийского чудотворца. И вот интересно, что здесь, в сердце иудейской пустыни, на дне живописного источника Эн-Прат, о котором мы уже делали сюжет, рассказывали историю, есть очень интересный монастырь преподобного Харитона Исповедника. Это первый практически монастырь в иудейской пустыне монахов-отшельников. И в нем, как оказалось, есть церковь достаточно новая, святителя Николая, где сегодня престольный праздник. Туда мы и едем по приглашению, чтобы участвовать в божественной литургии. И, конечно, по возможности мы вам покажем какие-то интересные моменты. Посмотрите, какая красивая живописная дорога здесь. Вот такие вот интересные повороты. И вот справа видно следы пожара сейчас. Да, это то, что горело. Мы еще оценим те вещи, которые горели. Мы рассказывали, что подожгли здесь заповедник неизвестной ночью. И, к сожалению, вот сейчас будет четко видно обгоревший прямо холм. Вот впереди, видите, часть заповедника просто вот выгорела. 3 расчета пожарных приезжали сюда тушить это. Ночью произошло. 3 дня назад, да, если не ошибаюсь? Или 2? 3 дня назад, да. О, вот видно, сильный пожар был, посмотрите. О. С 11 до 5 утра. Угу. Практически всю ночь горела тут трава. Сухая, конечно, ее достаточно подпалить, и все, нет проблем. Да, очевидно, что это специально было подпалено. Сейчас видно четко, да? Так, и видим монастырь. До монастыря и вот до самого заповедника, к счастью, огонь не дошел. Это очень радует уже. Очаг был вот здесь, в восточной части заповедника. В юго-восточной. Угу. Ну хорошо погорело, конечно. Посмотри, да, Морис? Страшно, конечно. Вот такой вот животные бедные. Посмотрите, это природа выгорела, животные. Это, конечно, все очень грустно. Такое я еще не видел здесь. Вот.
вот такого. Он вниз пошел, посмотри, видишь он. Хочу сказать, серьезно горело. Вон он аж куда горел весь. Вот он куда дошел. Видишь? И здесь, видимо, вот на этой границе его потушили. Видимо, просто, да, машинные расчеты стояли так, чтобы не допустить. Угу. Дальше проникновение его. Был еще сильный ветер, я помню. Людей было немало. Уже в 8 утра на въезде в заповедник перед спуском в ущелье собралась очередь машин. Прихожан встречал клирик Русской Православной Церкви за границей иерей Роман Гультяев. Христос анвят! Воистину воскресе. Воскрес! Были здесь не только желающие помолиться, были и альпинисты, и просто посетители заповедника с семьями и детьми. Мы были здесь месяц назад, и за этот месяц облик заповедника и его краски значительно изменились. В сторону монастыря преподобного Харитона Исповедника ведет дорога вдоль ручья Энпрат. Туда и потянулась сегодня небольшая группа местных паломников из разных городов центра Израиля. В субботу, как вы видите, здесь собирается группа альпинистов, которым разрешено подниматься на определенную скалу в сопровождении инструктора с лицензией. Нам предоставилась достаточно редкая возможность побывать внутри монастыря. Мы уже рассказывали об истории монастыря преподобного Харитона Исповедника. Подробный репортаж об этом месте рекомендуем посмотреть по ссылке вверху и в описании ролика. Сейчас мы просто помолчим, потому что это именно то, что хочется сделать, глядя на величие природы и результаты трудов человеческих, замерев от восторга и благоговения.
В монастыре сохранилось место упокоения преподобного Харитона Исповедника. Эта погребальная комната находилась в крипте основной церкви древней Фаранской лавры. Празднования начались молебном в часовне, построенной над местом захоронения преподобного Харитона Исповедника. Радостные детские голоса смешались с многоголосным птичьим хором и церковными песнопениями. Монастырская собака радовалась такому вниманию, как щенок играла с детьми. Она хочет играть. А это специально, чтобы вытянула. Знакомьтесь, отец Роман, клирик Русской Православной Церкви за рубежом. Именно его прихожанам посчастливилось посетить этот монастырь в один из его престольных праздников. Хочется сказать спасибо Русской Православной Церкви за границей за то, что их храмы и монастыри в Иерусалиме практически весь период эпидемии, за небольшим исключением, были открыты для прихожан. Воистину воскресе. А потом была литургия. Служили в маленькой новой церкви святителя Николая Мерликийского чудотворца, полностью заполненной молящимися. Монастырь формировался рядом с пещерой преподобного Харитона Исповедника. А чтобы туда попасть, нужно совершить подъем, потому что пещера располагается на отвесной скале. Внутри ее обустроена церковь, посвященная Харитону Исповеднику. После легкой совместной трапезы и небольшой экскурсии в пещеру преподобного Харитона Исповедника все направились на отдых у источника Энпрат. Чего еще лучше? Вскоре все стали свидетелями, как сотрудники заповедника долго и внимательно следили за состоянием раненой хищной птицы, достаточно большого орла, и при первой возможности изолировали ее для лечения. Вчера после службы в монастыре мы собрались все в эвкалиптовой роще перекусить и, так сказать, собраться вместе. Так мы наблюдали очень интересную картинку в пустыне, в Иудейской пустыне. Сначала на скалистом утесе, а затем на дерево перелетел достаточно большой орел. И, видимо, у него что-то случилось с крыльями.
он практически не мог им осуществлять взмахи и планировал на воздухе. Так вот, ему удалось со скалы перепланировать на дерево, а затем он возле ручья Энпрат вот просто сел. Работники заповедника долгое время наблюдали за ним, потому что он оказался в живой природе, ведь у него раненые крылья оказались или какая-то травма, уже вороны стали слетаться вокруг, пытаться его атаковать, и он просто бы погиб. И они вот ждали момента, когда он обессилит, буквально на землю спланирует, и тогда только его уже, так сказать, схватили как могли, даже перчатки одели на руки, иначе он мог поцарапать их и так далее. И повезли к ветеринару. Здесь есть опыт помощи и птицам, здесь есть целый зоопарк Библии, где колоссальная коллекция в Иерусалиме хищных птиц, разного рода орлов, стервятников, беркутов, и сипов белоголовых, кого угодно. Поэтому есть кому оказать им помощь. А я вам хочу рассказать о том, как нам удалось спасти на прошлой неделе от неминуемой и наверняка мучительной смерти нашу кошку уличную. Это, кто за нами следит, наверняка видел сюжет о наших кошках. Это из 3 новых котят. Осталась она одна, в какой-то момент пришла покалеченная, и, в общем, она перестала просто прыгать. А потом мы уже увидели, что она готовится принести потомство. Вскоре она пропала на 2 дня, и я думала, что, ну вот, потомство уже где-то в каком-то из кустов есть. А потом она приходит, я ей даю кушать, как всегда, утром. Не могу понять, что с ней происходит, такая она несчастная, как жалуется. И даже дала себя погладить, чего раньше никогда не было. Ну, покормила и ушла. Через время пришел Паша и говорит, что-то с кошкой не то. Я вышла опять смотреть и поняла, что она не может окатиться, и котенок просто застрял. Но мы пытались с дочкой ее поймать, в течение часа ее ловили, не удалось. Тогда позвонили в службу, служба привезла нам клетку, специальную ловушку. Вот мы ее поймали и повезли к ветеринару, к частному ветеринару, для того, чтобы ей сделали операцию. Да, ей провели операцию. Котята уже все были, 3 котят все были уже мертвые. Вот, у нее было очень сильное воспаление. Кошка сама маленькая, такая, как я уже сказала, инвалид, она не могла прыгать. То есть практически, я бы сказала, недееспособная. Но все-таки мы ее спасли. Вот, операция прошла успешно. Сейчас она у нас проходит курс антибиотиков дома уже на улице. И вот такие события происходили у нас на прошлой неделе. Кстати, я хочу сейчас сказать такую вещь. Я всегда задумывалась, смотря истории о том, как люди спасают животных. И думала, а смогу ли я когда-нибудь так поступить вот с больным животным. Все-таки легко просто выносить утром корм, выдавать, и без проблем пошел, себе купил корм и кормишь. Вот. И это событие показало мне, что я все-таки способна на более серьезные и решительные действия. Вот так.
Дорогие друзья, вот и все, о чем мы хотели сегодня, собственно говоря, вам рассказать. Мирного всем неба над головой, здоровья и благополучия. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Благодарим тех, кто стал спонсором нашего канала. И приглашаем новых спонсоров. Да, ваша помощь нам просто необходима. До свидания. До новых встреч.